Когда Кэп впервые разговаривает с Соколом, он упоминает о некоторых различиях между его временем и современностью. Все не так плохо. Еда намного лучше. Раньше все кипятили. Нет полиомиелита. Это отсылка к Капитану Америка 90-го года, где Стив Роджерс, роль которого исполнил Мэтт Селлинджер, был болен полиомиелитом до того, как прошел эксперимент, чтобы стать суперсолдатом. Список Кэпа о том, что он пропустил и хочет узнать, включает сериал «Я люблю Люси», «Высадка на Луну», «Берлинская стена», «Стив Джобс», Apple, «Писка» разновидность бренди, «Тайская еда», «Звездные войны», «Звездный путь», группа Нирвана, «Рокки», «Рокки 2». Сцены, в которой Кэп выпрыгивает из самолета без парашюта, А на нем парашют-то был? Нет. является данью уважения к аналогичному эпизоду из первого выпуска комикса The Ultimates. Корабль называется Лемурианская звезда. Это отсылка на Лемурию, затонувший континент, который был домом девиантов, расы сверхлюдей, созданной Джеком Кирби. Мы с тобой просто орудие Бога. Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер играет алжирского наемника в фильме. Фильм «Первый мститель. Другая война» — это третья глава второй фазы кинематографической вселенной Марвел. Ник Фьюри рассказывает историю о том, как его дедушка работал в лифту. В реальной жизни дедушка Сэмюэля Л. Джексона был оператором лифта. Ах ты гребаный нигер! Вот это я хотел услышать! Когда Фьюри показывает Кэпу корабли, он упоминает: Благодаря нашим новым репульсорным двигателям. Старк? Но у него сразу возникло пару предложений, когда он увидел наши старые турбины. Тони, как вы помните, был не в восторге от их предыдущих движков. Ого. Зимний солдат появляется только через 32 минуты после начала фильма. Какого хрена? На роль Рамло. рассматривались Николай Костер-Вальдау, Кевин Дюран и Джош Хэллоуэй, прежде чем Фрэнк Грилла был выбран. Мотоцикл, на котором едет Кэп, называется Harley Davidson Street 750. Новый костюм Кэпа основан на одежде суперсолдата, которую он носил, когда работал директором счета в комиксах. Торговый центр, в котором находится вдова и Кэп, называется Тауа Сити Центр, который находится в Кливленде, штат Огайо. Фасад здания и его зал использовались в «Мстителях» как опера. Он теперь везде. Джосс Уэдон, сценарист и режиссер «Мстителей», мелькнул в кадре. Выбежите чек! В этом фильме мы узнали полное имя Наташи. Романов Наталья Алиановна. Во время съемок Себастьян Стэн целыми днями тренировал движение с пластиковым ножом, потому что он хотел, чтобы со стороны движения в бою выглядели естественно. Чтобы подготовиться к роли зимнего солдата, Себастьян Стэн прошел 5 месяцев физической подготовки и исторических исследований. Я погрузился в историю Холодной войны, посмотрел все шпионские фильмы и кучу документалок о том времени, а также все, что нашел о промывании мозгов. Я клянусь тебе, все точно так и было. Создатели задумали зимнего солдата как противоположность Капитана Америки. Это решили подчеркнуть с помощью маски. Маска зимнего солдата закрывает его нижнюю часть лица и раскрывает глаза, а у Кэпа наоборот. Как я ждал, когда мир узнает, кто кроется под маской призрачного воина. В комиксах зимний солдат тренировал Наташу Романову, и в итоге они оказались в романтических отношениях. О, неловко вышло. Режиссер фильма Джо Руссо подкинул себе подработку на несколько секунд. Нужно больше золота. Эд Брубейкер, автор комикса о зимнем солдате, исполнил эпизодическую роль ученого. Энтони Маки был очень рад, когда узнал, что получил роль Сокола. Ему очень хотелось дать афроамериканским детям еще одного черного супергероя. Снято! В обработку! Выпишите чек! Кэп в этом фильме ни разу не использовал огнестрельное оружие. Пора вам узнать правду. Энтони Маки написал серию обращений по электронной почте к студии Marvel, желая сыграть любого персонажа комиксов, который появится в фильме. Электронные письма Маки привлекли внимание продюсера Кевина Файги, который впоследствии предложил ему роль Сэма Уилсона, известного как Сокол. Как отличать друзей от врагов? Мы должны бежать там! Баки получил прозвище «Зимний солдат» из-за его появления во время Холодной войны, а также потому, что между миссиями его держали в замороженном состоянии. Сэр, при всем уважении, если щит будет...
Я знал, что запарю первый дубль. На роль Шерон Картер рассматривались Анна Кендрик, Фелисити Джонс, Тереза Палмер и Джессика Браун, прежде чем Эмили Ван Кэмп была выбрана. Это первый фильм во вселенной Марвел, в котором нам показали второй глаз Ника Фьюри. Да, царапинка. Нет. Единственный фильм в трилогии Капитан Америка, в котором убит главный злодей. Строка из Библии, написанная на надгробии Ника Фьюри, может быть отсылкой к его персонажу из «Криминального чтива». Правильно, именно так. У этого фильма 2 сцены после титров. Рано или поздно они познакомятся с близнецами. Опять мир спасать. Опять мне. До встречи в следующем видео.